Пришли в Мехико-Сити, столицу Мексики, и огромнейший мегаполис с населением почти 9 миллионов человек. Не знаю, почему я так рада. Вообще не люблю большие города, но, наверное, просто не верила, что можно добраться из Плая-дель-Кармен автостопом до Мехико-Сити. Мехико-Сити разделен на 16 районов. Ранее город имел название Теночтитлан. В 1521 году он был разрушен и отстроен заново испанским завоевателем Эрнаном Кортесом. С 1821 года является столицей независимой Мексики. Сейчас поедем в центр. Вот это вот карта всего транспорта, который есть в Мехико-Сити. Купили карточку проездную, стоит она 15 песос. Представляете, в метробусе есть отдельный вагончик для девушек. Это чтобы мужчины, когда много народу, не лапали их. Проезд в Мехико-Сити недорогой. Метробус стоит 6 песос, метро 5, а некоторые местные автобусы вообще всего лишь 2 песос. Большие города, так это то, что здесь всегда пробки. Мы сейчас выбирались 9 километров, примерно 2 часа. Почва в Мехико-Сити недостаточно прочная, так как город был построен на озере. По этой причине многие здания здесь наклонены. Также все старые здания выглядят по-европейски, потому что были построены во времена, когда в Мексике была испанская колония. Ранее на месте всех церквей, что можно увидеть в столице сейчас, располагались пирамиды или храмы древних цивилизаций. Но с приходом испанцев на мексиканские земли все они были разрушены и заменены на церкви. Представить только, как бы мог выглядеть город сейчас, если бы древние постройки были сохранены. Мы находимся на главной площади столицы Мексики, и она является самой большой в Латинской Америке и одной из самых больших во всем мире. Хотя по мне так, Дворцовая площадь в Питере и то больше. Просто пипец. Вот это все. Очередь на один автобус заканчивается вот там. Хотите жить в большом городе? Пришли в место, где разрешено курить марихуану. И просто люди приходят сюда чисто посидеть, покурить. Вот она даже растет здесь. Офигеть, я в шоке. Вот они все сидят, тут чилятся. А запашок-то какой. Ух! Вот она, настоящая мексиканская погода летом. Дожди, дожди. Мы тут играем в мексиканское лото с картиночками. Ленинград śpiewał. Pić w Санкт-Петербурге. Пить в Санкт-Петербурге, да. La mano. La bota. Sí, yo tengo. Solo ríe a carcajadas y cae muerto, lo verás. Изучаем мексиканские легенды по детской книжке. Te dará en las mañanas por el resto de tus días, pero... Смотрите прикол, вот эту бутылку фанты купили за 30 песос, но ее можно вернуть уже пустую, и тогда тебе вернут 10 песос. Очень круто, по-моему. Случайно попали на барахолку, что тут только не продают. Девочки голые нужны? Все, Павел залип, конкретно. Моника с Павлом остались на барахолке, а я пока пришла в национальный парк, и я знаю, что здесь надо подниматься в горку примерно 200 метров вверх. И охранники на входе предупредили меня, очень сложный подъем, нужно быть аккуратной. Хорошо, буду аккуратной.
Мы пришли к самой посещаемой религиозной достопримечательности Мексики – базилике Святой Марии Гваделупской. Я в этом особо ничего не понимаю, но постараюсь вам что-то рассказать и показать. Базилика Богоматери Гваделупской – это римско-католическая церковь. С историей ее создания связана древняя легенда. Якобы в 1531 году у подножия горы под названием Тепияк местному жителю Хуану Диего было видение. Дева Мария явилась к нему в образе темнокожей женщины и повелела построить в этом месте собор. Меня радует, что в Мексике даже в самых туристических местах цены не заоблачные. Вот, например, цена за сок 0,5 – 15 песос, литр 25 песос. Очень неплохая панорама отсюда открывается. Видно даже центр. Вот там главная башня Латинской Америки. Отлично, начался дождь, но парк такой красивый, что я не хочу отсюда уходить. Люди убегают просто. Не знаю, как для вас, но по мне так это выглядит очень жутко. Это не дождь, это что-то уже больше похоже на водопад с неба. Вот же опять доказательство того, что город построен на озере. Видите, плитка уходит вниз, рядом со зданиями. Все потому, что здания тяжелые и грунт не выдерживает. Вот здесь вообще пришлось сделать ступеньки. Базилика сильно наклонена, хотя этого не видно на видео. Мы решили сменить место жительства. 3 дня мы провели на севере Мехико-Сити. Сегодня переезжаем на юг, потому что решили, что так будет удобнее добираться до всех достопримечательностей, куда мы хотим попасть. На севере мы жили через знакомых знакомых, а на юге уже нашли каучсерфинг. Смотрите, в каком милом месте я теперь живу. С панорамными окнами. Так, деревом здесь пахнет. Красота. Живу теперь в комнате, в которой долго не поспишь. Слишком много окон, светло. Но это хорошо, нефиг долго спать. Мы находимся на территории студенческого городка Национального автономного университета Мексики, который считается самым большим в Латинской Америке. Основной кампус университета включен в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО и спроектирован самыми известными архитекторами Мексики XX века. Также на территории студенческого городка располагается стадион, на котором в 1968 году проводились Олимпийские игры. СССР тогда занял 2-е место, США 1-е, а Япония 3-е. Здесь очень большая зеленая территория для отдыха. И наш кауч учился в этом университете, оказывается. И он рассказывал, что вот там, где деревья, они обычно прибухивали и покуривали. Это не очень законно, но все же. Я свой университет бросила после 1-го года обучения, потому что это было скучно и казалось, что я трачу время впустую. А вот сейчас иду здесь и думаю, а захотела бы я бросить этот университет? Это очень странно, но мы тут заглянули на кладбище и попали на похороны. Послушайте, какая веселая музыка. Мексиканцы относятся к смерти гораздо проще, чем русские, и не считают это настолько мрачным событием. Кстати, есть классный мультик мексиканский по этой тематике. «Тайна Коко» называется, очень популярный. Если кто не смотрел, советую. Решили мы сегодня с Моникой и Павлом сходить в кино на мексиканский фильм. Они поехали на метро, а я решила прогуляться. Думаю, что тут идти час всего. И начался дождь, как всегда. Встала вот под крышей,
Жду, пока закончится дождь. Если он вообще закончится. Cocho es el Quintero. No, con ese yo sí me aviento el caldo eterno. Con ese con el que se deje. Si eres una nalga fácil. Насколько вы могли понять, в Мехико-Сити самые грандиозные достопримечательности. Поэтому сегодня я отправляюсь в древнейший парк Латинской Америки, который называется Чапультепек. Возраст парка более 800 лет, а его название с языка ацтеков переводится как «на холме кузнечиков». В настоящее время Чапультепек является любимым местом горожан и туристов со всего мира. Очень классно, что я пришла сюда именно в воскресенье. Так много развлекух для местных. Можно посмотреть, как они отдыхают. No corran. 6, 5, 4. Con ellos y ella no es tuya, te vendió sueño. Wow. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Wow. Lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí. ¿Cómo? Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una Z contigo, si quieres llámame y voy, pero no pagues por favor. No tengo tiempo para tu historita, hipnotic. Pasa jodiendo pa' que le dé follow. Él quiere algo serio, yo quiero. Вкусы мексиканцев очень странные. Манговое мороженое с чили. Охота за белками. Это моя любимая. Привет. Эй, стой! Уходит от меня. Прячется. В общем, печальная история. Сейчас 5 часов вечера и парк закрывается. Мы об этом не знали и успели посмотреть только половину. По плану у нас еще один парк, называется он Ля Мехикана, супер новый, супер современный. Вот по-любому все видели Централ Парк в Нью-Йорке, хотя бы в фильмах. Так вот, это должен быть похожий уровень. Ля Мехикана расположен в Санта-Фе, одном из основных деловых районов Мехико-Сити. Строительство парка закончилось относительно недавно, в 2017 году. Здесь находится множество функциональных зон: театр под открытым небом, скейт-парк, парк для собак, игровые площадки и зоны для занятий спортом, лужайки, площади и павильоны с ресторанами и кафе. Это просто потрясающее место для отдыха. Здесь просто офигеть, какой крутой скейт-парк. Хоть и на скейте и не катаюсь, но понимаю это. И снова я должна употребить слово «самый» по отношению к достопримечательности, потому что мы все еще находимся в Мехико-Сити, и сейчас передо мной самый посещаемый художественный музей Мексики. Музей искусств Соумайя был построен на средства миллиардера Карлоса Слима для экспозиции личной коллекции произведений искусства, насчитывающей свыше 66 тысяч экспонатов. Название музея связано с именем скончавшейся в 1999 году жены Слима. Здесь очень строгие правила. Вот я сейчас заступила легонько за эту линию, и мне сразу подошли и сказали, что я должна находиться за пределами этой линии. Также нельзя использовать селфи-палку, я не знаю почему. А вот это бивень мамонта. Чего тут только нет, друзья. И даже я в кривом зеркале. Смотрите, еще какая прикольная штука. Подходишь так и рассматриваешь. О, а этих ребят я даже знаю. Это Шадам и Ева. Даже представить себе не могу, сколько все это стоит. Ну, лучше не представлять.
Честно говоря, все показать я вам не могу. Экспонатов очень много. Не знаю, сколько времени тут нужно ходить, чтобы все посмотреть. Поэтому советую вам приехать сюда самим. Не пожалеете. А вот этого человечка узнаете? Если да, пишите в комментариях, кто же это. Dobre. Павел, На этом все. Не забудь подписаться и поставить лайк.